Приветствую вас, дорогие мои рукодельницы! Сегодня мы будем с вами вязать крючком. Предлагаю вам связать два узора. Давайте свяжем вместе и будем оценивать красоту каждого узора. Сейчас мы начнем с вязания узора номер 1. Я буду вязать из пряжи Газал Baby Wool в 50 граммах 175 метров. Состав 40% акрил, 20% кашемир па и 40% мериносовая шерсть. Производитель рекомендует вязать спицами номер 3. Я буду вязать крючком номер 2,25. Узоры, которые мы сейчас с вами свяжем, они очень рельефные, интересные, необычные, фактурные. Также я вам предлагаю посмотреть и связать вместе со мной два образца и выбрать самый красивый. В комментариях под видео напишите, пожалуйста, какой вариант из узоров вам понравился больше. Первый или второй. Набрала цепочку из 21 воздушной петли плюс 1-2 петли я всегда набираю дополнительно. Вяжем первый ряд, он у нас будет с вами установочный. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. В 4-ю петлю цепочки провязываем столбик с одним накидом. Далее в каждую петлю цепочки провязываем по одному столбику с одним накидом. Общее количество столбиков 21. Один столбик, одна петля у нас пойдет для симметрии узора. Вот таким образом вяжем до конца ряда. Установочный ряд связан первого раппорта. Одна петля подъема, разворачиваю вязание на другую сторону, вершину второго столбика с одним накидом провязываю соединительный столбик. Цепочка 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаю 3 столбика. 1, 2, 3. В вершину 4 под косичку соединительный столбик. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Пропускаю 3 столбика. 1, 2, 3. В основание в вершину 4 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Пропускаю столбик, в вершину следующего столбик с одним накидом. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Пропускаю 3 столбика. 1, 2, 3. В вершину 4 под косичку столбик соединительный. Цепочка 4 петли. 1, 2, 3, 4. Пропускаю 3 столбика. 1, 2, 3. В вершину 4 1 столбик с одним накидом. Вяжем второй ряд первого раппорта. 2 воздушные петли. 1, 2, можно 3. В вершину столбика здесь у нас в качестве столбика 3 петли подъема. Вот в первую петлю провязываю соединительный столбик. Далее мы вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваю вязание на другую сторону. Находим соединительный столбик. Вот он. И слева и справа от столбика будем провязывать по одному столбику с одним накидом. Значит, здесь у меня первый столбик получается справа, в вершину столбика с одним накидом. 1 воздушная петля,
Второй столбик с одним накидом я провязываю в первый столбик от соединительного слева. Давайте посмотрим поближе, как у нас должно с вами получиться. Вот он, столбик соединительный в первом ряду раппорта. И слева и справа мы провязали от столбика по одному столбику с одним накидом. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Далее мы находим 2 столбика с одним накидом, и между ними у нас есть столбик. Вот в его вершину под косичку провязываю соединительный столбик. Четыре воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Далее находим соединительный столбик. Второй, вот он. Слева и справа, слева, справа по одному столбику с одним накидом. Вот в эти столбики мы сейчас в вершину провязываем под косичку столбики с одним накидом. 1 воздушная петля. И слева от соединительного столбика вяжем столбик с одним накидом. Заканчиваем вязать ряд. Цепочка 4 воздушные петли. Соединительный столбик мы провязываем с вами в вершину. Здесь у нас 21 столбик с одним накидом установочного ряда. Все, связали с вами один раппорт узора. Вяжем третий ряд. Цепочка из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Разворачиваю вязание на другую сторону. Находим 2 столбика с одним накидом. Между ними цепочка 1 воздушная петля. Вот поверх этой цепочки провязываем соединительный столбик. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Теперь перед нами 2 столбика с одним накидом. Вершину каждого провязываем по одному столбику с одним накидом. 1 воздушная петля и второй столбик с одним накидом. Цепочка 4 воздушные петли. Находим сзади от работы 2 столбика с одним накидом поверх цепочки и из одной воздушной петли вяжем соединительный столбик. Цепочка 4 воздушные петли. Вот здесь я провяжу 1 столбик с одним накидом. Вот в это место. Четвертый ряд. 1 воздушная петля подъема, разворачиваю вязание на другую сторону, вершину столбика с одним накидом, 1 соединительный столбик, 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Находим столбики с одним накидом, вот первый и второй, вершину каждого столбика провязываем по одному столбику с одним накидом. Одна воздушная петля, вершину второго столбика, 1 столбик с одним накидом, цепочка из 4 воздушных петель.
Между столбиками с одним накидом провязываем один соединительный столбик. Цепочка 4 воздушные петли. Находим 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Вершину первого под косичку. Столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. И вершину второго. Столбик с одним накидом. Заканчиваем вязать ряд. Цепочка 4 воздушные петли. И провязываю соединительный столбик без накида вот в это место. Так. Подцепляем петельки, чтобы они у нас не растянулись. 2 петли задействовала и закончили. Связала я небольшой образец узора. Всего здесь получилось 2 раппорта. Раппорт узора в ширину 10 петель, высота раппорта 2 ряда. Вид с одной стороны. Давайте рассмотрим узор с обеих сторон еще раз. Плюс этого узора в том, что его можно считать, что он двухсторонний. С обеих сторон смотрится интересно. Прослеживается один раппорт. Вот он. В основу раппорта входит вот эта часть. Здесь 10 петель. Первая петля раппорта, это значит столбик слева от столбика с одним накидом. Крайняя петля раппорта, второй столбик с одним накидом. То есть у нас в основу раппорта входят вот эти арочки из цепочек и 2 столбика с одним накидом. Общее количество петель 10. Для того, чтобы продолжить вязание, вы каждый раз повторяете 3-4 ряд. И вяжете узор до нужной вам высоты. Для того, чтобы определиться с пряжей, также посмотреть, нравится вам узор или нет, свяжите не 2 раппорта, а можно 3-4. Потому что так вот смотрится еще узор не совсем понятно. Это был узор номер 1. Вязала я его из пряжи Baby Wool 50 грамм, 175 метров. Сейчас я хочу вас пригласить на мастер-класс по вязанию похожего узора. Вариант узора номер 2. Он мне понравился больше и вяжется он легче. Ссылку на мастер-класс я вам оставлю. В правом верхнем углу проходите по ссылке и приступайте к вязанию. Посмотрите, что-то какое-то есть общее сходство, но вяжутся они немножко иначе. И мне вот этот узор номер 2 больше нравится, чем узор номер 1. Конечно же, здесь и пряжа потоньше, и цвет другой, но различия есть. Вот вы когда будете вязать вот эти 2 узора, вы сами посмотрите, что они отличаются по принципу вязания и, конечно же, по-разному смотрятся. Значит, узор номер 1, узор номер 2. В комментариях под видео напишите мне, пожалуйста, какой узор вам больше всего нравится. А сейчас я вас приглашаю на мастер-класс. Переходите по ссылке и приступайте к вязанию. С вами была Елена Армина. Всем пока-пока. До завтра.